Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Очередной сезон фэшн-показов «Весна-лето 2025» всколыхнул волну обсуждения новых модных тенденций. А значит, и у нас с вами, мои дорогие зрители, настало время подвести итоги. Сегодня я бы хотела поговорить о главных обувных трендах, то есть определиться, какая обувь нынче самая модная. Ведь чаще всего именно она задает характер и настроение нашему образу. Хорошая, стильная и качественная пара обуви – это уже огромный шанс попадания в тренд. Она точно способна спасти даже грустный и устаревший аутфит, поэтому недооценивать данный факт не стоит. А чтобы было проще ориентироваться в новинках сезона, мы прямо сейчас, друзья, рассмотрим самые топовые модели. С интересом жду ваше мнение о представленных модных трендах в комментариях. Приятного просмотра! Первым делом давайте определимся с цветом. Брать за основу палитру от Института Pantone, я думаю, нет смысла. Ведь она определяется по первой нью-йоркской неделе показов, и нередко в ней главные оттенки далеки от того, что мы видим на подиумах. Так что делаем собственные выводы и уже тогда по итогу отметим явные цветовые тенденции. Первая – оливковый тон. Я бы сказала даже болотно-зеленый. К слову, он широко представлен и в сумках. Достаточно сложный, но интересный. Не меньший спрос обещают на шоколадный и карамельный, а также не теряют своих позиций глубокие винные оттенки и цвет спелой вишни. Почему так? Возможно, мы подсознательно определяем эту гамму для обуви только из натуральных материалов. Следующий актуальный цветовой тренд – любые черно-белые сочетания. И неважно, будут это элегантные лодочки, туфли Мэри Джейн, сапоги, мюли или кроссовки. В том числе возможен вариант тонкой контрастной отделки или комбинация разных по цвету подошвы и верха. А еще берем на заметку для модного гардероба на теплый сезон небанальные цветовые миксы и градиент. Смелый союз разных оттенков, включая яркий неон. Например, как это сделали в коллекциях домов моды Loewe, Miu Miu, Prada, Valentino. Не будем исключать из списка топовых трендов светлую обувь. Для весны и тем более лета она была и остается одной из самых востребованных. Любую пару белого цвета, туфли, плетеные босоножки, саба либо балетки вы легко впишете в свой стильный лук. Теперь скажу несколько слов о выборе материалов, модной фактуры, декора. Помимо всегда актуальных кожаных изделий, еще в прошлом сезоне был задан тренд не на гладкую, а на поверхность с шероховатым ворсом. Так в фаворитах оказалась обувь из замши. С едва заметным глянцевым блеском и в благородных оттенках в новых коллекциях был представлен сатин. Как правило, это модели для вечернего выхода, но с легкой подачей Prada изящная сатиновая обувь часто сопровождает и повседневные образы. Модели с рельефной фактурой и принтом под кожу рептилий предложили дома моды Роберто Кавалли, Дрис Ван Нотен, Уlla Джонсон, Валентино. В таком исполнении хорошо смотрятся и демисезонные сапоги на невысоком устойчивом каблуке, и туфли Стенбеки на фигурной танкетке. Золото и серебро. В сравнении с прошлым сезоном металлизированных материалов в коллекциях поубавилось. Однако дизайнеры не спешат исключать их, особенно золото, из модного гардероба и даже активно сочетают с базовой одеждой. К этому тренду добавлю любую нарядную обувь. Среди таковой были замечены уже привычные нам перья у Луи Виттон и Феррагамо, стразы у Гуччи, Фенди, Жиль Зандер, Симон Роша, жемчуг у Бальма и Джамбаттиста Валли. На волне всплеска иронии в фэшн-индустрии дизайнеры предложили нам улыбнуться, подарив смешной или наивный декор. Бренд Coach припарковал на кроссовках игрушечную машинку, Off-White украсил босоножки бутылочными пробками. На мюлях марки Bottega Veneta поселился забавный лягушонок. Уlla Джонсон разместила на босоножках пушистые шарики-помпоны, а дом моды Бальма утвердил флакончик для духов как лучшую модную форму каблуков. Прозрачная обувь. Да, в тренде снова та самая, которую лучше в жару не носить. В очередной раз мы с вами, друзья, убеждаемся в цикличности моды. Обувь из прозрачного акрила нынче главный камбэк сезона. Дизайнеры с завидным постоянством продолжают старательно создавать иллюзию голых ног. Единственный совет – если желаете избежать парникового эффекта, выбирайте в качестве модной пары достаточно открытые летние модели. А для стильного образа на весну можно использовать хитрый трюк от бренда Rabanne. В обувной ряд здесь включили обычные туфли, которые словно укрыли от пыли и дождя и аккуратно обернули в прозрачный винил, превратив их в ретро-ботильоны. К общей тенденции на прозрачность присоединилась и сетка.
Довольно частая спутница обуви на теплый сезон. Обновленные версии тренда стоит поискать в коллекциях Dries Van Noten, Simon Rocha, Victoria Beckham, где из прозрачной сетки найдутся и романтические балетки, и деловые туфли. Шнуруем, плетем, завязываем в узлы и банты. Так я озвучу вкратце данное модное направление. Наличие шнурков и завязок сегодня становится определяющим трендом и присутствует во многих коллекциях, порой даже очень акцентно. Например, дизайнеры брендов Dries Van Noten и Роберто Кавалли шнуруют мюли на танкетке. У Simon Rocha совершенно по-новому завязывают броги. У Prada снабдили шнурками туфли Мэри Джейн. А в линейке Валентина в конструкцию обуви встроены банты. Мода и спорт. Похоже, этот союз с нами надолго. В мире фэшн-искусства единогласно приняли всеобщую любовь к расслабленному, комфортному стилю и не упустили возможность в очередной раз напомнить, что без спортивной обуви теперь никуда. Бренды массово возвращают на подиумы кроссовки, от обычных до хай-топов. Из самых популярных – ретро-модели. Согласно идее Coach, в тренде обувь с историей, как, к примеру, кроссовки, которые из кристально-белых давно превратились в пыльно-серые. Однако главная тенденция из прошлого, на которую обещают огромный спрос – обувь, высоко закрывающая щиколотку, иногда почти до колена. Очень удобные в носке варианты найдем у Loewe, Ralph Lauren, Chloé, Stella McCartney. Есть у дизайнеров и нетривиальные версии винтажных кроссовок. Многие привлекают внимание смелой расцветкой. К примеру, Miuccia Prada и Raf Simons показали фиолетовую пару из нейлона с акцентным металлическим мысом. Отдельной строкой отмечу обувь в спортивном стиле из весенне-летней коллекции Дома моды Dior. Это кроссовки с высокой шнуровкой, напоминающие гладиаторские сандалии, и необычная версия, похожая на ботфорты. Следующий тренд, который традиционно считается спутником гардероба на теплый сезон – открытые пальцы. И это не только привычные босоножки и шлепанцы, но еще сапоги, будь то модель с цветочной вышивкой марки Etro или сапоги-чулки с перемычкой между пальцами от Victoria Beckham. В новом статусе показали себя вьетнамки, хотя эта обувь уже давно перестала быть атрибутом сугубо домашних и пляжных образов. Теперь появился не только дополнительный ремешок вокруг щиколотки, но еще и каблук, атласные ленты-завязки. Настоящим сюрпризом стало возвращение туфель с чуть открытыми пальцами, известных как пипту. В мире моды эта модель всегда вызывала неоднозначную реакцию, начиная с момента своего появления в 40-х и до сегодняшнего дня. В прошлом столетии приоткрытый носок сравнивали с блузкой, расстегнутой в области декольте. Туфли пипту даже пытались запретить, называли слишком легкомысленными и потенциально опасными. Да, удивительно, как же меняются времена. Наибольшую популярность модель получила сначала в 50-х, потом в эпоху диска 80-х, далее был взлет популярности в нулевых. И вот новое громкое попадание в тренды. Правда, дизайнеры немного видоизменили начальную версию. У Tory Burch чуть сместили вырез и сделали ставку на изогнутый каблук. У Miu Miu туфли дополнили открытой пяткой с ремешком, а в обуви от Acne Studios удлинили мыс так, чтобы отверстие выполняло лишь декоративную функцию. Деловая обувь. Здесь с уверенностью можно сказать, тренд долгоиграющий и точно не скучный. Обязательно берем на заметку Оксфорды, Дерби, лоферы, монки и подобные им всевозможные модели со шнуровкой и без. На мой взгляд, это удобная альтернатива традиционным лодочкам в офис и более интересная замена кедам на каждый день. Тем более сейчас появились версии на каблуке, платформе, с акцентным декором или в необычном цветовом решении. При стилизации модного образа обращаем внимание на возможность носить в паре с деловой обувью высокие вязаные носки, ажурные гольфы, чулки, трикотажные гетры или, как рекомендует Miuccia Prada, яркие по оттенку колготки. Для ценителей классики, но с изюминкой, рекомендую присмотреться к обувной линейке бренда Loewe. Здесь вы найдете Оксфорды и туфли-лоферы с достаточно удлиненными носами. Кому-то это покажется эффектно и стильно, а кто-то, возможно, назовет клоунадой. В отдельную графу хочу выделить тренд «обувь на низком ходу». Даже при всей нашей любви к элегантной шпильке, модели без высокого каблука все равно остаются главным выбором для повседневного комфорта. Это и упомянутая ранее обувь в спортивном стиле, и жокейские сапоги, и, конечно же, балетки. В коллекциях таковых оказалось немало, и в каждой нашлась своя версия, от более скромных до ярких, украшенных жемчугом стразами. У Габриэлы Хёрст есть остроносые золотые, либо из серебристой сетки.
У Симон Роша на рифленой подошве и с округлым мыском. Самые креативные у бренда Acne Studio. Милые вязаные туфельки в нежном мятном тоне. А вот Изабель Маран вообще уверенно заявляет, каблуки больше никто не носит. Поэтому на показе коллекции девушки выходили на подиум в сандалиях с ремешками и всевозможной шнуровкой, либо в замшевых сапогах-мокасинах на плоском ходу. Однако не все дизайнеры согласны с мнением Маран и отдают предпочтение высокой платформе, как Элисаб или команда дома моды Шанель. У Бальма, Босс, Феррагamo, Сен-Лоран в фаворитах шпилька. У Дрис Ван Нотен изящная с легким изгибом танкетка. В общем, как ни крути, полярность тенденций, разнообразие в обувной моде было, есть и будет. Ведь все мы разные, у нас разные вкусы, потребности, задачи, мы предпочитаем разную обувь. И хорошо, что дизайнеры чутко стараются уловить наши потребности, пусть и не всегда их смелые эксперименты бывают удачные. В одном из следующих выпусков, друзья, ждем продолжения темы и не забываем отметить видео лайком. Всем моим зрителям большое спасибо за просмотр. В комментариях вы можете отметить, какие из представленных трендов вам нравятся, а какие точно не для вас. Красоты, позитива, нескучного дня и яркого, солнечного настроения!